Привет, Хамло, привет, Миха. Александр Слава, тоже привет, привет. 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 Ну, гляньте, что там у нас с Ютубом. И приступим. Ну, в принципе, все происходит, как и говорили. Помнишь? S&P так и повалился. Отлично тут. Что, там Добрый все вечер. работает? Да, А что все. ты думаешь, все-таки не разыграют карту ветки, нет? Пока нет. Я думаю, что до Джексон Холли, пока это событие не пройдет, никакую карту никто обратно отыгрывать не будет. У меня тут что-то с S&P непонятная фигня творится. А нет, вроде 142, все правильно. Короче, что-то по инвестингу сейчас с этими, с котировками, они что-то как-то это, тормозят по S&P, не знаю почему, но фьюча нормально показывает, а на этом, блин, непонятно, что происходит. Короче, смотрите, ну, в принципе, все было ожидаемо. Мы с вами говорили, я вам рассказывал, что я не верю в проход за 4315. Я вам говорил, что при пробое 260 поедем вниз. Все, собственно говоря, так и прошло. Самое интересное, смотрите, как переобулся у нас волновик наш, волновой. Он у нас уже нарисовал другую фибу сразу, по-другому абсолютно расставил уровни. Сразу прорисовал совсем другие уже отскоки на пятую волну. Но в целом, как бы, я так понимаю, что 4200 мы пробили, это, да, здесь хорошая поддержка, я с ним могу согласиться, что на 140 есть поддержка. И она по фибе у нее тоже тут выстраивается. Но на самом деле есть вариант уехать и на 4. На 4 140. Здесь вот она, прям месячная коррекция. Вот она. Достаточно хорошая здесь поддержка, тем более, что есть еще и даже, собственно, годовая цель здесь же. И алгоритм на коррекцию, на отскок. Он тоже показывает, что здесь может быть отскок, обратный возврат. А вот 4000 уже находится в зоне шорта. То есть, если он 120 пробивает, то это уже даже ниже будет первого квартала. Это уход будет вот сюда, вот в эту зону. Но я почему-то думаю, что они могут это сделать. Могут пробить 4120. Почему-то я думаю. Может быть, сейчас здесь, конечно, начнется какой-то рендж, то есть пока они вот опускают, надо учитывать, что на следующий день, на завтра у нас, сейчас скажу, статистика начинает выходить потихонечку. Может быть, она, конечно, может повлиять. Ну, сегодня, да, день пустой, кроме Китая. Базовая кредитная ставка сегодня у него вышла, и они, получается, ее опустили на 0,5, что ли, получается, да, насколько? В общем, опустили они ставку. Так, давайте посмотрим, что завтра у нас будет. Завтра у нас из важного, что получается, это продажа нового жилья, индекс деловой активности. Ну, это вот как раз то, что, собственно говоря, будут говорить о рецессии, состоянии рецессии. Так, дальше, что у нас еще? Так, завтра все. Давайте на этой неделе посмотрим. Просто на этой неделе должны быть какие-то драйверы. Кашкари будет в среду выступать. Кстати, 24 августа, господа, тоже немаловажный день. День некой независимости от кого-то у Украины. Они там от кого-то стали независимы, как они так думают. Вот. И, собственно говоря, этот день они как-то будут с чем-то символизировать, с какой-нибудь военной пакостью, скорее всего. Поэтому какие угодно могут произойти события к 24 августу, это тоже надо как бы иметь в виду. На самом деле многие к этому готовятся. Поэтому надо как бы быть осторожны. Какие-нибудь новости могут прийти. Потом, значит, дальше, вот смотрите, также у нас в среду получается базовые заказы на товары длительного пользования. Это тоже важная статистика, связанная как раз с тем, что, собственно говоря, ФРС будет принимать во внимание для дальнейшего подъема ставки. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, ну, будет играть роль, но не так сильно. Вот запасы сырой нефти, да, запасы сырой нефти это да, потому что мы знаем, что сейчас нефть у нас прямо на 96-м вот этом уровне. Это достаточно серьезный уровень, который отделяет от низа и верха. ВВП Германии выйдет, господа, в четверг. Это для евро будет. Ну и на самом деле это на общую динамику тоже может отразиться. ВВП США в четверг выходит.
число первичных заявок на получение пособия по безработице. Вот это тоже будет важно в четверг. Но это уже получается четверг у нас 25 число, как раз Джексон Холл начинается. И, собственно говоря, в пятницу базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, ну, на это будут смотреть, это как потребление на самом деле, то есть переходит у нас на, собственно говоря, потребителя или нет, то есть я имею в виду инфляция переходит или нет. Потом, значит, что еще? Вот он, симпозиум Джексон Холли, выступление господина Пауэлла в 5 часов. Ну и вот, собственно говоря, четверг-пятница – это вот такие самые основные дни. То есть можно сказать, вот, кстати, смотрите, даже в субботу тоже пишут симпозиум в Джексон-Холле. В общем, короче говоря, по большому счету, на четверг, на пятницу будут самые основные события. В четверг они начнут, ну и, собственно говоря, до конца недели подтянут. В принципе, не вижу ни одного такого серьезного события, если только что-нибудь на Украине не произойдет 24 августа, вот, которое могло бы сильно повлиять на динамику индекса. То есть, на самом деле, ничего такого, чтобы могло бы его сейчас, например, развернуть на 4200, если только как бы спекулятивно его не погонять. Ну, не вижу причин. Вот на 4000 постепенно сползти вполне может быть. Ну, в общем, надо смотреть. Сейчас посмотрим, где они остановят. Время только 9 часов. В итоге, если сейчас пробоя обратно за 180, допустим, не последует, не попробуют они туда пробиться, то, вероятнее всего, что они могут еще сползти. Хотя вот это вот неплохой, на самом деле, уровень поддержки 440, еще раз говорю. Вот он сейчас прямо вот здесь вот постепенно может в итоге прорвать. И тогда это все-таки будет 4000. И это было бы логичнее на самом деле, чем 440. 4000 я бы, наверное, все-таки более обоснованным увидел. И вот как раз от 4000 до 4200 пока подъема. А как только, так сказать, допустим, в Джексон Хоуле что-нибудь положительное сказали, вот тогда пробой 4200 и выход уже вот на пятые волны, так называемые. Да, 4440, 4600, насколько мы помним. Вот эти вот две цели, там 4440 и 4600. Вот, в принципе, вот они получаются здесь 4440, 4640. Вот здесь вот. Вот это мелковато, на эту бы я, наверное, не смотрел, а вот на эти, да, если дальше пойдет движение вверх. Но это, опять же, я говорю, все будет зависеть от Джексон Холла. Дальше смотрим. По десятилеткам, понятно, все, они в ожиданиях. Но обратите внимание, постепенно, как цели указывали на 3,2, 3,3, вот эти вот диапазон, так они потихонечку туда и начинают подниматься. За нефтью. Вот тут у нас история интересная. Тут, конечно, около 96 мы пока гуляем. Обратите внимание, в пятницу мы занимали выше 96, там и, в принципе, запасы нам помогали. Сейчас мы занимаем ниже 96. Ну, это все, вот эта вот история происходит, опять же, на ожиданиях этого Джексон Холла. Все на самом деле сосредоточено на нем абсолютно. Золото, кстати, не знаю почему, короче говоря, у инвестинга поменялся теперь аббревиатура, вместо ZG, который был раньше, теперь GEC, это именно фьючерс по золоту, да, непосредственно. Вот, собственно говоря, 1750, вот где прям квартальная цель, 1740. Ну и, соответственно, тоже тут, скорее всего, ожидания ниже, наверное, он уже вряд ли, наверное, пойдет. Вот эту зону я слабо верю. Вот где-то здесь остановиться вполне себе реально. Ну и потом, естественно, на 1820 опять восстановление. По S&P сказал, так, 142,78, ну, в принципе, не меняется она пока. Я говорю, висит тут, короче, график. А вот здесь вот вполне нормально ходит, да, 138,74. Но если вот здесь посмотреть, 138, это получается у нас... Это у нас 138, 138. Это практически уже начинается, вот я говорю, вот здесь продавливание. Надо смотреть, в конце могут ускорить даже. Я думаю, что все-таки, если они не удержат вот эти 440, то в начале 400, это будет первый квартал, а вообще логично будет, конечно, тогда уходить на 4000. Но посмотрим. Так, по NASDAQ, господа, как я и говорил, 12400. Да, 12400, и сейчас пробивает еще ниже, 12390 уже.
Я на самом деле думал, что они на 12400 постараются его удержать. Но могут еще откупить на самом деле. 12400, 12300, еще такая зона у него есть. Так, по Расселу. Ну, тут тоже, как я и говорил, 1940, 1920, так оно пришло, 1920, я имею в виду 940. Вот, но тоже пробивает, смотрите, пробивает. Судя по всему, S&P, значит, давит ниже. Иначе бы он сейчас бы так туда они не проваливались. Индекс РТС. Ну, тут все понятно, пока у первого квартала. Так, у кого там шумы? У кого там шумы? Хамло, у тебя нет. Это, Саня, у тебя. Пока выключу. Так, значит, до первого квартала пока, да? Выше пока вряд ли. 1185. Здесь тоже, на самом деле, все ждут этого события. 2228. Так, доллар-рубль. Вот он начал укрепляться, что и требовалось доказать. Доллар пошел в сторону 60, как я и говорил, что мы туда вернемся. Ну и, соответственно, потом 61. Я вот не верил, на самом деле, вот этот сценарий 57-50. Его еще реализовать, конечно, могут реализовать. Тем более 25 числа осталось 3 дня, это будет уже пик распродажи экспортеров. Вот. И, в принципе, ну, не знаю, могут они попытаться его туда довести, но почему-то мне кажется, что на самом деле они пойдут все-таки на 61.50. Вот сюда. И в итоге, соответственно, на 63.50, 64. Понятно, что в рамках ожидания подъема ставки доллар будет укрепляться. Это однозначно, абсолютно. Так, дальше что у нас? Евро-рубль. Евро-рубль. Тут вопрос с газом очень неопределенный. Там все очень не просто с северным потоком, поэтому евро, я думаю, пока будет под давлением. Так, биткоин. Ну, в принципе, как я уже говорил, 22 тысячи, я думаю, они вернут. Пока также при Джексон Хоуле они откатились пониже, в районе 21, но, как мы видим, вниз больше не падают. Все, то есть это вот занятие так называемой нижней границы, да, вот, и дальше, соответственно, они будут пытаться обратно возвращаться за 22, ну, опять же, все будет от того, какие сигналы, да. Но смотрите, обратите внимание, все равно, вот это вот, я считаю, вот этот спад за 23 600, да, это на самом деле чистой воды перед Джексон Холлом. Потому что на самом деле никаких событий, которые его сюда должны были скинуть, их не было абсолютно. Даже то, что протоколы показали 0,75 базисных пунктов, допустим, да, это все равно в районе 24-23, вот здесь вот, все равно в этой зоне. И вот это все будет отыграно, так же, как мы с протоколами видели, когда при протоколах проседали, а потом также возвращались. Выше, тут вопрос, конечно, под вопросом, потому что тут уже будет зависеть от того, что там в Джексон Холле скажут. Но возврат на 24 тысячи, я уверен в этом, что он произойдет. Так, ну вот на этом все, господа. Погнали теперь по запросам. Так, отлично. Посмотрите, пожалуйста, TRC. TRC. Так, что-то... вот они все. Подожди. Это у нас Kilroy Realty. Да? Сейчас. В общем, на самом деле, конечно, я жду, что все-таки политика будет, наверное, ФРС более все равно жесткой, потому что на данном этапе у экономики США все очень-очень неплохо. Они могут себе это позволить. Все как бы опасаются, что таким макаром они все-таки могут достигнуть рецессию и вогнать в нее. Но тут вот этот баланс между еще выборами, я думаю, посмотрим, как будет происходить. Значит, смотрите, по KRC. Вот здесь 49.61 поддержка по тренду. И цель, кстати, кварталка в районе 49. Вот, судя по всему, туда он и может, в принципе, дойти. Ну, это все в рамках сейчас вот этого вот общего проседания рынка на основе этого ожидания этого Джекс Холла, вот этого. Поэтому, в принципе, вот где-то 49 там с половиной, они вполне еще могут дойти до туда. Вот здесь поддержка по тренду на 50 пробивается, не знаю, удержит, нет. Все будет зависеть от S&P. Если S&P все-таки 140 удержит, то, судя по всему, он 50 удержит. Если нет, то тогда уйдет в район 49-50. Но это все в рамках ожидания. Это пока ничего такого. Это не падение бумаг, это надо учитывать. Так, в YouTube все. Алексей. Кто еще? Давайте в голосовом говорите. Так, Игорь, здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, биржу СПБЕ. В смысле акции СПБЕ или что конкретно? Давай СПБЕ сейчас посмотрим. Так. Ну,
Но там, я думаю, тоже сейчас пока смотреть бессмысленно, потому что все равно все Джексон Холл все эти ждут, потому что все равно, как ни крути, хоть наш рынок, он был в отрыве, сейчас вот только начал резидент возвращаться и так далее, но все равно, как ни крути, мы подчиняемся общей пока финансовой структуре, хоть косвенно, но все равно подчиняемся. Поэтому решения, которые будут происходить там, они будут, собственно говоря, везде отражаться. По СПБЕ пока я вижу возврат только на первый квартал 230, да, дальнейший прорыв пока не особо я на это вижу, можно рассчитывать. Если посмотреть, то ДСВО получается уже изначально было падение, изначально. Коррекция была буквально только на 440, это до второго квартала получается, вот она. Ну и судя по всему, если уж и как бы примерно представлять, докуда он может дойти по максимуму, наверное, это вот не выше вот этого 400. И то надо учитывать, что тренд был изначально уже вниз шел, изначально, еще до операции. Поэтому надо ждать, смотреть, как будет преодолен 240. Но я думаю, наверное, выше 300 пока рассчитывать не стоит. Ну, пока на данном этапе. Может быть, ситуация, конечно, будет меняться. Нерезиденты возвращаются, какая-то ликвидность появляется, посмотрим, что будет дальше. Сработала заявка на RWL, которую полгода назад поставил. Что думаете, скидывать или поддержать? Игорь понял, да, по СПБ, что я ответил? Так, по RWL, сейчас посмотрим. Серега, привет. Так, держать или не держать? Вот в чем вопрос. $1.20. А заявка какая была? Купить на $1.20? Ну, тут на самом деле понятно, что все сейчас откатывает в преддверии данного события. Целей там внизу у него много. В минусе даже. Даже ниже нуля. Что в самой компании, я не знаю. Ну, я думаю, что на самом деле, когда стоимость компании уже там доллар и ниже, уже смысла продавать я уже не вижу. Ну, а что уже? Как бы риск становится минимальный, и ты уже фактически, если там зашел, то риск у тебя минимальный. То есть, ну, в любом случае, какое-то восстановление там в $1.02, грубо говоря, оно все равно произойдет. То есть, вот к $1.80, я думаю, возврат обязательно все равно будет. Я бы, на самом деле, я просто говорю, я в пандемию вот подобных сценариев много прошел. Покупал прям на самых низах. И риск был минимальный, в итоге все выросло. Пандемия, конечно, была другая ситуация, но все равно. С точки зрения цены, это очень даже, я считаю, риск минимальный. Всегда вопрос риска, да, то есть если ты покупаешь, ты просто понимаешь, как говорится, сколько ты можешь потерять. Можно даже не анализировать особо компании там сильно, да, в плане того, что какая там капитализация, там пятое, десятое, потому что ты просто понимаешь, что ты покупаешь дешево. Тут чистая математика, дешево взял, если ты понимаешь, что как бы потеря твоя, просто потеря, оцениваешь потерю. Если как бы она тебе приемлема, то почему бы и не попробовать. Но тут, конечно, на быстрый отскок мало можно, вероятно, рассчитывать. Но, например, возврат на $1.80, я думаю, вполне. Я не говорю про какие-то росты там и прочее, я говорю про то, что банальное восстановление после, как говорится, ожиданий и факта. Все, тут все как бы очень просто. Так, здравствуйте, посмотрите, пожалуйста, Мара и Коин, спасибо. Это электрические траки, мусорка еще та, но яркая капитализация. Серег, ну, во-первых, по мала за 10 плюс и поставил, тупо забыл, а вот он приехал. Ну, вот я тебе говорю, что если ты хочешь, как бы, именно в долгосрок, я не думаю, что, ну, средний срок как минимум. В принципе, если бы, так скажем, оценивать ситуацию, если, например, вдруг там Джексон Холли начнут говорить по поводу того, что там политику начнут смягчать, то не факт, что он и на 2 остановится, он может и выше пойти, может тогда начнется рост на самом деле. Вот в этих компаниях, которые сейчас подавлены именно ростом ставок, ситуация может начать меняться. То есть, вот, например, на 3,50 выйдет, да. То есть они вот с эти, каждый новый, как говорится, падение, оно связано, как правило,
в большинстве вот именно таких компаний именно с подъемом ставки. Новые, как говорится, пересмотром политики в худшую сторону. Поэтому вероятность там, например, вернуться к $3, если будет что-то хорошо, там как бы политика какая-то более смягчающая, тоже вполне себе шанс. Ну, я говорю, тут падать уже все меньше и меньше вероятность, да, пружина начинает снизу сжиматься, да, и, соответственно, быстрее будет отпрыгивать. И, соответственно, меньше рисков, если там, допустим, ты даже окажешься неправ, то она будет падать уже не так сильно, она с каждым разом уже все более замедленно будет, больше стоять, чем падать. И в итоге рано или поздно все равно пойдет вверх. Поэтому я такие варианты, конечно, если ты говоришь, там это компания с электрокарами и прочее, но в принципе я думаю, что у них перспектива по-любому в будущем есть. Если взять и забыть, почему бы и нет? Вот ждать какую-то там внутридневную торговлю, еще что, конечно, нет, это бред. Так, здравствуйте, посмотрите, пожалуйста, Мари Коэн. Так, сейчас по Мари Коэна. Но тут я говорю еще раз, тут я, скорее всего, рассчитываю на то, что просто банальное будет восстановление. Не то, что рост какой-то, а просто перед Джексон Холлом, после Джексон Холла. Вот и все. То есть, условно говоря, вот этот вот провал, который был на битке, да, вот биток уехал, соответственно, вот он. Вот это все перед Джексон Холлом, это 100%. И, соответственно, они сейчас как бы подождут, и возврат, я говорю, 23-24 вполне возможен. Вот я в это верю. Здесь, соответственно, по Маре, ну, я сразу, кстати, предупреждал, да, что ни один уровень тут не удержит, если все начнет валиться. Мы сейчас посмотрим, они все тут загрузились. А то что-то не все вижу. Сейчас, один момент. Да, не все, походу. Ни один уровень не будет держать, если этот S&P и биток поедет. Да, ну вот оно так и произошло. Но вот этот вот уровень, кстати, он довольно серьезный, 13-й, да. Здесь можно и зацепиться. Вот здесь можно и зацепиться. В принципе. Но опять же, поедет биток ниже, он тоже поедет. Вот смотрите, как кварталка отработает. Видите, опять в очередной раз. И годовая, и кварталка. Где мы оказались? Правильно, где они сходились? 13. Вот она годовая, вот она кварталка. Вот они прямо эту точку указали. Ну и в принципе 13 это, надо сказать, прям серьезный уровень. Как я уже говорил, динамический, тут и еще исторический. Но все на тоненького. Все будет зависеть от дальнейшей коррекции рынка. Если рынок пойдет корректироваться еще дальше, и он пойдет ниже. Не важно, что здесь 13, что здесь все серьезно. Просто вопрос в чем? К 13 вернется. Вот, например, там 19, 20 станет все это под вопросом, да, даже 16. А вот 13 это точно он туда, по крайней мере, вернется. Если, допустим, свалится еще ниже. Например, на 11 или, например, даже на 7. Такой вариант тоже. Но это уже более глубокое, конечно, падение. Это там по биткоину, я думаю, в район там за 20 тысяч ниже, под 18, наверное, уже туда будет. То есть где-нибудь, ну да, да, вот 20 тысяч и ниже. Вот там он тогда будет. Тогда будет где-нибудь в районе восьмерки. А так, ну вот до 11. До 11 опуститься еще может. Вполне. А коин я сегодня его смотрел, даже тестировал опять на нем торги, смотрел, торговал. Сейчас. Он пока, конечно, тоже в таком рейнджевом ожидании с ползанием. Так, ну вот тоже, кстати, та же цель квартальная, и также годовая. Все они тоже сходятся в районе 74, скорее всего, где-то они будут, судя по всему, стыковаться. Ну, та же самая история. Та же самая история. То есть, соответственно, биток пойдет вниз, он тоже еще уйдет вниз. Биток не пойдет вниз, останется здесь, и возврат где-то до 86. Выше всего вот этого бы я не ожидал. А вот к первому кварталу на 8,6 вполне себе. Вполне себе может быть. Так. Так. Эдуард, привет, добрый вечер. Пакс, просканируй, пожалуйста. Пакс, это что у нас за пакс? Сейчас посмотрим. Пакс. Ну, судя по тому, как что вижу уже, это все один и тот же сценарий у всех. Тоже откатил, тоже на ожидание. Ронять тоже начали раньше.
Пробой первого квартала, но это опять же, да, туда, где он может возвращаться. То есть 13.50 мы ставим уже как точку возврата. На возврат. Все, что выше, пока под вопросом. Возврат 13.50 вполне. Вполне. Вероятность отката, ну, естественно, если S&P пойдет на 4000, то вот где-нибудь 11.50 вполне может быть. Цели внизу более чем достаточно. На самом деле поддержка по тренду в районе 12, это вот ближайшая у него такая, и дальше 10.50. Вот они. Притом вот этот вот узел 12 рисуется таким довольно серьезным, потому что две проекции пересекаются, алгоритм на отскок как раз, то есть на коррекцию, и поддержка по тренду. То есть у 12 такая зона сильная достаточно. Но опять же, все будет зависеть от индекса. Пойдет индекс ниже и ничего не удержит. Неважно, какие там уровни будут, все равно все это дело пробьет, и все будут ниже находиться и ждать. Но 12 есть вероятность, что как минимум будет застрянет, как какой-то рейндж начнется. Упасть до 12 может спокойно. Ну и возврат, соответственно, к 13.50 вот сюда за первый квартал он будет осуществлять. Ну, не сейчас, естественно. Сейчас явно нет. Это будет все зависеть от того, как дальше будет динамика по всему рынку. Так, привет, Булат, привет, Слава. Что думаешь про КВНА? Со скольки можно подбирать? Ну, сейчас на самом деле все, что подбирать, надо смотреть. Оно еще может ниже уйти. Потому что, еще раз говорю, индекс не факт, что закончил коррекцию. Хорошая поддержка 440, согласен, но все равно надо смотреть. Ну вот он, канвам КВНА может упасть еще до 32. Вот здесь, кстати, квартальная цель. Я говорю, ее отрабатывают почти всегда. Почти всегда. Редкий случай, когда там годовая снижается еще ниже, но хотя бы кварталка, она вот в районе 32. Тут, кстати, и поддержка по тренду, и уровень. Алгоритм на отскок пониже, конечно, 28,5. Здесь вот 40-очку пробили, это месячная коррекция, серьезная была поддержка. Но еще раз говорю, при общей коррекции рынка ничего не будет играть роли, ни один уровень. Мы это, я говорю, видели даже в Месси, когда мы торговали. Я помню, как Месси, которая вышла с информацией о том, что они вернули дивиденды, что у них там супер отчет, там все дела. И там были уровни такие, она там уже пошла хорошо, она пробивала один за другим, как только падал весь рынок. Поэтому ничего не держать не будет. Ориентироваться, конечно, можно. Вот, например, в районе 32. Еще вариант такой, он может туда доехать. Вот здесь пока поддержку, как таковой поддержки нет. Алгоритм просто вот показывает, что здесь может быть отскок. Вот он как бы здесь тормознулся. Но это вот соответствует S&P 440. Если сейчас пойдет пробой, то тогда он пойдет на 32. Если все-таки S&P начнет восстанавливаться на 4200, например, да, потому что 4200 я вижу потолком. Вот сейчас я 4200 вижу потолком. В любом раскладе от 140, от 100, от 4000, 4200 я сейчас вижу потолком. Вот, собственно говоря, к 4200, если пойдет восстанавливаться, то где-то к 40 он может подняться. Вот к 40 он может подняться. Выше пока, скорее всего, вряд ли, потому что, еще раз говорю, 4200 мы, скорее всего, не пройдем. Вот здесь вот я говорю, что-то тормозит котировки по инвестингу, но вот непосредственно на фьюче видно 140, вот он все правильно. И вот 4200 это как раз прям выход из буфера года, прям в аккурат на 4200. И его, скорее всего, мы пробивать пока не будем. Это еще раз говорит о том, что политика ФРС, если будет продолжаться подъемы ставок и более жесткие, агрессивные, то на самом деле не должны мы расти выше 4200. Вот мое мнение, пока индекс не обоснован. Да, в американской сейчас экономике с точки зрения там всей статистики улучшения пошли, даже инфляция начала падать, но опять же при падении нефти. А мы говорили о том, что она может еще вырасти. Поэтому тут как бы неоднозначная ситуация пока. Может и мотануть в обратную сторону. Поэтому на самом деле индексы вот там 4400, 4600 пока я все равно считаю необоснованными. 4200, да, не выше. В принципе, я вот так этот сценарий и ждал. Так, дальше. Спасибо, пожалуйста. Так, господа, в голосовом есть вопросы? Задавайте. Хамло, ты, наверное, да?
Слав, я, наверное, пропущу сегодня это лучшую бумагу все-таки. И мне интересно, как ты смотришь на Тинькофф на сегодняшний день все-таки. Ты знаешь, я там слыхал, что там уже народ пишет, что все перекуплено, пора продавать, все уже в шорт, вставать. Мне тут уже сегодня говорили люди, что как Это бы... будет круто, если это будет так, но на 3000 тоже все кричали, ждут его, а то и 3300. Ну, я хочу сказать, вот смотри, вот сейчас как раз реализуется тот самый сценарий не прохода в минимальные цены. Вот он. Вот сейчас начинают цены давить. Вот он попытался, я так понял, шпильку даже кидал почти под 2920, правильно, да? Да. И не удалось. Цены его выдавили. Это первый признак того, что он может развернуться. Вот это первый признак. Отлично. Завтра отчет. Ништяк. Вот он может развернуться сейчас. Ну, по крайней мере, как коррекция. Не знаю, насколько он прям будет падать, но то, что его пока не пускают цены, это факт. Вот он попытался, протестировал туда, но просто если бы он хотя бы закрывался там 2800, то есть зайдя в границу этих цен, тогда это была бы одна история. А так как вы его вытеснили из этих границ, вот это совсем другая история. Поэтому надо смотреть, надо смотреть. Может быть, он, конечно, постепенно туда и попытается внедриться. Но, короче, у 2900 надо быть очень осторожным. Есть вероятность, что оттуда могут развернуть. По крайней мере, коррекция. Но надо обращать внимание, как он будет удерживать 2650. Вот удержит он 2650 или нет. Если удержит, значит, все-таки начнется борьба и будет постепенный подъем. То есть дальше как бы ему нужны основания, чтобы двигаться выше. То есть вот он какую-то часть отработал, а дальше уже нужны основания. Поэтому вот он пока здесь притормозил. Слава, можно магнит еще продуктовый? Да, сейчас глянем. Твое мнение на него. Сейчас скажу. Так. Так. Ну вот он сейчас также около 5400 застыл. Прорывать пока его не получается. Но что положительно, закрепляет 5280. То есть вот эту границу он закрепляет. Вот эту границу закрепляет. Больше выглядит лонгово. 5400 пока проблема. Там, скорее всего, будет даже, наверное, импульс какой-то. Они его прошьют просто. В какой-то момент здесь просто стрельнут, судя по всему. А цели примерно первые какие вот такие основные, скажем так? Ну, до 5700. До 5700. 5700. А внизу, если... Но если, судя по всему, он падать не собирается, если, то, судя по всему, я думаю, что он даже ниже 5200 уходить не будет. Надо смотреть, конечно, но 5200, мне кажется, это вот он прям поддержку здесь найдет и будет, наоборот, пытаться прорывать выше 5400. И что-то мне подсказывает, что в итоге он просто стрельнет. Возможно, даже, например, на отчете того же Озона, например. Да. Спасибо, Слав. Пожалуйста. Пожалуйста. Так. Господа. Так, Юля, говори. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуй. Скажите, пожалуйста, вы тут не заходили про Теслу, а она у меня пока на счету. Так что я бы про Теслу поговорила бы, что там как с ней сегодня, потому что длительно все-таки пока не закрывают. Мне эту бумагу, как у многих на БПС, например, закрыли, смотрю, все на месте. Ну, в общем, расскажите, что да как. Не закрыли, в смысле? В смысле не закрыли? Ну, многие... ты потому что перед тем, как сплитом, да, у БПС, вот, этого брокера, да, очень многие читал комментарии, что принудительно закрыли. Хотя бы, в общем-то, типа не имели как бы права, ну, в общем, там все равно, да, и все позакрывали у многих. Вот. И я написала в Тенек, в общем-то, они сказали, нет, мы ничего не закрываем, вы перед сплитом не закрываете. Ну, вот, если у меня в шорт стоит. Нет, говорит. Ну, опять, я, знаете, тоже не доверяю. Будет оператор,
проснулся, он не проснулся, написала, потому извините. Ну, это понятно, да, да. Ну, смотри, технически, на самом деле, вот я сейчас вижу как раз вот та самая версия, про которую я говорил, 860 он четко сходил, как мы предполагали. Да, 860. Вот я как сказал эту цифру, что она будет ходить вокруг нее, так она, в принципе, и получается. Но надо учитывать, что другая цифра у нее внизу на 760, значит. 760. То есть вот этот диапазон, она, соответственно, может и вниз уйти. Но пока это, скорее всего, просто ожидание Джексон Холла вот этого. Поэтому А он какой-то вот это все его ожидания, он какой-то такой строгий, ну, назовем его так. Это очень серьезно. Это очень серьезно, потому что это определение денежно-кредитной политики всех банков, ФРС, всего вообще мира, по сути. Потому что там фактически решаются самые основные вопросы с тем, как они видят дальнейшую экономику. Естественно, они знают то, что не знаем мы, и дальнейшие действия. А как мы знаем, даже Елен заявлял о том, что Россия должна проиграть войну, то это там и экономическая война, поэтому там как бы все серьезно. И то, что там будет происходить, однозначно будет очень серьезно. Я бы на данном этапе, наверное, все-таки думал, что ниже 860 пока она уходить не будет. Ну и высоко никуда она не пойдет. То есть и на 900 она не пойдет. То есть шортом здесь на самом деле опасно, опасно. Вот уже вот на границах 860 видно, что она уже его держит пока. Если, допустим, S&P, конечно, пойдет пониже, ну, есть вероятность, что она может там дойти до 830, да. Там мы знаем, что следующее дно будет 760. 830 это где-то будет такая середина, скажем так. А так, в принципе, как бы все... 830 все равно будет стараться. Будет опять удержать, да, однозначно. Однозначно. Она будет цепляться сейчас за каждый уровень. За каждый уровень будет цепляться. Поэтому сейчас 830, наверное, как недавно смотрела. Да, сейчас 869 она, да, 869, да. А вот у меня вопрос. Иногда так бывает, в течение дня очень большая свечка и опустилась до дна. Сегодня вот 860 а потом как-то уходит. А вот как это обычно бывает? Это бывает, когда основные торги, понятно, открываются. А это как-то о чем-то говорит, что если она все-таки до дна сегодня 860, то она все-таки спустится потом в итоге к этому. Не факт, нет, ну это косвенные, это какие-то косвенные признаки, что вроде как зона покупателей есть, они откупают, то вроде как защищают уровень. Вот, например, представим, что если у меня, например, есть опционы, я, например, вот здесь продал опционы там на 840, например, и я крупный игрок, я заинтересован, чтобы цена, соответственно, 840 не пересекла. Я, соответственно, беру и буду держать цену, чтобы она не опускалась, соответственно, ниже 840. Если я их продал, например, то есть мне выгодно, чтобы они распались, например, там проданные путы, к примеру. Вот. И, соответственно, я буду поддерживать этот уровень. Но, опять же, если там возникнут какие-то серьезные события, которые могут возникнуть там в общей конве, так скажем, общего рынка, и смысла держать будет нет, то тогда могут спокойно опустить. Могут, допустим, опустить, потом резко откупить. Такой тоже вариант возможен. Но в целом я уже понял как бы концепцию, что он ходит от 960, 860, 860, 760. Да, я уже уяснила. Да. Интересно было, что ты не коснулся 860, я просто смотрю, опыт четыре. Четко. Думаю, вот следующий уровень, а следующий получается 830 все-таки, да? Вот так. Да, потому что здесь на самом деле... Если 830 пробиваем, то все-таки ближе, значит, к 760 тогда ближе к 760, да. Но надо учитывать, что при любом позитиве она тут же будет взлетать кверху. Тут же будет взлетать. Я уже поняла, да. Да. Вот это надо момент учитывать. Хорошо, спасибо огромное. Да, поэтому тут как бы шорты и опасны. Да. Но, по крайней мере, подтвердился вот этот сценарий, по то, что по 60 она ходит. Так, Галь, говори. Пожалуйста. Галя, говори. Слава, приветствую тебя. Привет. Посмотри, пожалуйста, HP мой. Он что у тебя там? Ожил? Ну да, нефть же пошла чуть, и он ожил. Но нефть, конечно, сейчас под вопросом. Нефть сейчас под давлением. Нефть пока 96 пытается удерживать, но
как долго это будет. Значит, ну что, тут он под первый квартал он стал на 42,70, ну около 43, короче, он сейчас здесь консолидируется и все. Тут пока больше ничего говорить не стоит. Цели вот где-то в районе 48 максимально исходятся количество, около 48, а годовая вот идет в районе 45 горизонтом. Поэтому особо высокого, скорее всего, роста не жди, и тем более цены на нефть вряд ли что очень сильно вырастут. До соточки еще как-то могут, а вот дальше пока под вопросом. И то это надо выйти за 96, 97 туда. Тут нужны основания будут, не так просто это сделать. Тем более, если ФРС будет продолжать повышать ставки, естественно, цены на нефть будут падать. Ясно. А что ты за FTCI думаешь? Стоит его подбирать или пока не надо? Или вообще его уже не брать? Слушай, но он как бы, я думаю, что на данном этапе, что мог, то показал, 5-5-50 пока. А дальше там надо будет смотреть я думаю, что в любом случае уже именно Джексон Холл будет уже влиять на это дело, потому что, ну, скорее всего, все равно кредитная политика будет уже определяться дальнейшая, и, грубо говоря, даст бумаги дальше расти или нет. Как мы видели, вот этот вот фискальный пакет, который был, грубо говоря, отыграли его. То есть, ну, я думаю, что не знаю, есть смысл убрать или нет, но в целом пока он как бы неплохо выглядит. То есть я так понимаю, что возврат на 5, там 5,50 еще может быть вполне. Вот отсюда, например, до четверки он может просесть, к примеру, и уже даже вот 4,18, например, да, отсюда даже там ниже четверки, наверное, маловероятно. Хотя цели вот внизу, я говорю, тут аж до 2,40. Но мы знаем, что с точки зрения именно фундаментально у них там вроде все неплохо. Отчет у них тоже вроде, какой там был, хороший он был, да, по-моему. Неплохой у них там отчет-то был, или как? Не помнишь? Я не смотрела его, Слава. Ну, Достаточно хороший был отчет. достаточно хороший отчет. Вот. Поэтому я думаю, что, грубо говоря, своим отчетом он где-то 5-5,50 забронировал. А вот выше под большим сомнением. Поэтому где-то, допустим, от четверки держать и там держать до 5,50, ну, до 5 лучше даже, 5,50 даже такой еще риск есть. То есть $1 на нем ловить можно, я думаю, в диапазоне. Мгм. Понятно. И скажи мне еще, пожалуйста, плуг. 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 Сейчас скажу. Ну, тут попытка выйти за 26,5. Ну, в общем, я бы так сказал. Сейчас, судя по всему, может еще ниже уйти. Потому что пока это выглядит как обратный тест. Вот он его как с 31 его скинули. Вот сейчас попытка. Я, кстати, думаю, что здесь, возможно, даже... Вот, во-первых, смотри, здесь рисуется очередной недохай. Это как было с Теслой, прежде чем она свалилась. Это раз. Во-вторых, немаловажный момент, да, вы, наверное, в курсе, что и BBI, там, и геймы, спорт, который, вот, короче, вот эта вся эпопея, AMC, короче, все вот эти мемные акции, там сейчас выходят многие эти инвесторы из них и пересматривают вообще, короче, политику. И на этом фоне, короче, они все поехали везде, где они участвовали, всякие Reddit и прочее. И вот я вам хочу сказать, что Плуг, кстати, Плуг, в нем тоже участвовал Reddit в свое время. Поэтому реакция тут тоже может быть взаимосвязанная с мемными акциями, несмотря на то, что там у нее свой, как бы, бизнес и так далее. У них там с точки зрения самой компании все гораздо лучше. Но такая, скажем так, используя вот этот повод, могут еще приспустить. И я думаю, что на 24 он еще может уйти. Вот на 24 уже можно подумать о том, чтобы его подбирать. Вот сюда он еще спуститься может. Если он, конечно, восстановит вот этот 26 там с половиной, то это хороший признак, но еще пока ни о чем не говорит. Ему, чтобы двигаться вверх, надо обратно за 28 выходить как минимум. А пока идет только обратный тест по 26,5. И S&P, я думаю, в итоге уйдет ниже 140, что уже, в принципе, похоже на это.
Вот, поэтому есть вероятность, что он все-таки не возьмет эти 26,5 и откатится пониже, в районе 25. Вот там бы, да, там уже можно будет подумать о нем. Поняла, благодарю тебя. Пожалуйста. Так, Александр, Слава. да, сейчас. Ну, Говори. мне просто Говори. политический вопрос. Я смотрю, как Крым активизировали туда эти беспилотники. И как-то тишина в общем эфире. Никаких там поползновений на то, что там в центре решений или еще что-то. Ну, Это все да беспокойно. я тоже над этим смотрю, Во-первых, вот этот 24 августа, да, который впереди, там тоже как бы будет интересно, что, чем все это закончится. Вот это, как бы я понимаю, что англосаксы сейчас готовы на все. Абсолютно на все. И на ядерную катастрофу, и на все, что угодно. Я говорю, пока, ну, понимаете, мы же, опять же, должны понимать, Галь, да, что мы же видим только то, что нам показывают. А подковерные все переговоры мы не видим, и кто чего пересылает, какие там посылают ультиматум и прочее. Я думаю, что и за Дугину тоже как-то должны будут наверняка что-то как-то отвечать будут. Тоже наверняка какие-то последуют сигналы. Ну, в общем, конечно, ситуация, я говорю, все идет к тому, что рано или поздно мы столкнемся напрямую. Это уже, по-моему, без вариантов. Все-таки каким-то там ограниченным контингентом или как, но, судя по всему, с НАТО мы столкнемся. И это прям вот, ну, все говорит об этом. Сейчас еще, кстати, опять начинается, вот я смотрел, много информации тоже так вот прослеживал по поводу Приднестровья. Есть вероятность, что могут все-таки нанести удар по Приднестровью. Во-первых, там большие запасы боеприпасов. Во-вторых, Молдавия может оказать, соответственно, поддержку с противоположной стороны, то есть фактически в окружении взять. И мы туда явно не успеем как бы быстро прийти, чтобы, так сказать, помочь. Поэтому вот, ну, как бы понятно, что англосаксы будут играть на полное повышение ставок, однозначно, абсолютно. Они проиграть, понимают, что если они проиграют, то они проиграют фактически, можно сказать, контроль над миром, и они однозначно на этом не остановятся. Они сейчас будут делать все возможное, чтобы именно поражение произошло в России. Поэтому надо готовиться ко всему. И фактически к больше сильным провокациям, и к терактам, и к чему угодно. Тем более, надо честно признать, что на нашей территории украинцев очень много. Очень много. И кто с какими, как говорится, желаниями здесь находится, никто не знает. Проследить за всеми, я думаю, будет крайне сложно. Поэтому на нашей территории, соответственно, тоже много чего может происходить сейчас. Они ожесточают эту ситуацию. Спящие ячейки всегда, надо тоже учитывать. Но наши пока такая, я не знаю, может быть, можно трактовать как затишье перед бурей, потому что на самом деле действительно очень сдержанная пока какая-то реакция вообще. Вообще, как бы все эти разговоры про центр принятия решений, они как-то уже стали несерьезно звучать. Единственное, что, конечно, там есть результаты, когда там выносят там их там офицеров там и прочее, там уничтожают там центры, ну, имеется в виду, где находится там офицерский состав и так далее. Это можно, конечно, принимать как центр принятия решения, но мы прекрасно понимаем, где на самом деле центр принятия решения. Вот по нему как бы никаких до сих пор, ну, нас проверяют прям, насколько у нас красные линии. Я так понял, они у нас очень толстые такие красные линии, по метру, наверное, шириной, если не больше. Вот. И, в принципе, как бы, ну, мы как бы не знаем, что там происходит. И в элитах там наверняка есть какая-то борьба стопроцентная. Это стопроцентно. У нас предатели Родины везде просто немерено. Поэтому тут как бы сложная ситуация, прямо скажем. Но то, что готовиться надо явно к ухудшению ситуации, это точно. Потому что с точки зрения военной именно ситуации, как вот именно ключевая битва, она как бы на самом деле находится с нашей с точки зрения, ну, практически к завершению подходит. То есть там действительно очень хорошее продвижение с нашей стороны. Но никто же не мешает разжечь все вокруг, а там так и происходит. Чтобы, так сказать, фокус сместить, они сейчас могут сделать все, что угодно. Это однозначно. Потому что вот этот Славянск-Краматорск, на самом деле, уже близко к Николаеву начинаются бои, уже очень довольно близко.
а это дорога на Одессу. А именно Одесса остается последний опорный пункт, который Украине нельзя терять. Именно даже Харьков не столь так будет важен, сколько Одесса. Потому что выход именно к морю, самое основное, чего боятся англосаксы. Они очень боятся потерять этот выход. Поэтому тут надо этот момент учитывать. Чем ближе к ней, тем больше начинается всевозможного. Но и с другой стороны, я вот не знаю, Китай, мне кажется, как-то тоже должен себя обозначить, чем ближе к этому будет. Как-то у Китая тоже с Тайванем там ситуация явно стоит на карандаше, что называется. Ну, в общем, Белоруссия, я так понял, как учение тоже не закончила, да, насколько я понимаю, контингент никуда не вернулся. Он там тоже вроде весь располагается на границе. Нет, нет, Беларусь еще не закончила. Вот, поэтому как бы все готовы, и поляки могут в любой момент все-таки начать заходить. Ну, однозначно то, что все, как бы рано или поздно столкновение будет. Вопрос, какими, так сказать. Это как-то очень тревожно, что официальные лица не дают никакой информации по поводу ответа, по поводу того, что так начали Ты знаешь, усиленно там вот Крым бомбить. я тебе так скажу, да. Мое мнение, ну тут как бы вот эта поговорка, мне кажется, очень подходит. Не бойся собаки, которая лает, а бойся собаки, которая молчит. Поэтому, скорее всего, может быть, как говорится, в общественное поле пока ничего не говорится, но я думаю, что, конечно, там, как говорится, не без глаз у нас и видят все, что происходит, и что фактически, можно сказать, уже переходит война реально на нашу территорию. На нашу территорию. Хотя они считают это, естественно, своей территорией, вот, но фактически это уже на территории Российской Федерации. И вот это как бы предупреждения, которые все время были по поводу того, что если переместиться, ну, я думаю, сейчас, наверное, идет определенное взвешивание рисков, какие можно предпринять действия, и, соответственно, чтобы эти действия, как говорится, были достаточно понятны и в то же время не имели, чтобы, ну, не пройти точку невозврата. Все же понимают, что сейчас все ближе к точке невозврата. Стоит ее пересечь, и все, и уже обратной дороги не будет. И как бы и дипломатические отношения могут закончиться, и все может закончиться. Это уже понятно. То, что это уже из СВО перерастает однозначно именно в войну с Западом, не с Украиной. Украина, понятно, все. Это просто марионетка и больше ничего. Вот. Но это такая марионетка, которая прям активно хочет участвовать во всем. На самом деле, вот если даже вот так посмотреть, да, обычно войны когда происходят, заканчиваются, да, это когда падает поддержка населения. Почему американцы и англосаксы воюют не своими солдатами, не своими людьми? Потому что как только у них начнутся потери, сразу, как было во Вьетнаме, да, народ выйдет на улицы, начнутся, как говорится, забастовки, бунты, там, демонстрации и так далее, верните наших ребят, там, и все такое. И все. Вот они боятся всегда именно этого, поддержки населения войны. А на Украине ситуация совсем другая. Они, наоборот, хотят воевать. Ну, по крайней мере, вот эти элиты и западенская вся часть, они очень хотят воевать. Они все равно поддерживают эту военную ситуацию. Они готовы биться там до последнего. И поэтому, естественно, тут получается, какие бы у них там потери не были, сколько бы там не было проблем, ну, опять же, проблемы пока нет, потому что западенцы живут абсолютно нормально. У них есть электричество, вода, у них все есть. Гуманитарная катастрофа там не наступила. Мы уже говорили на эту тему, что для того, чтобы там почувствовалась война, там нужно, чтобы там гуманитарная наступила катастрофа. И вот тогда они, поддержка населения, перестанет быть. Но пока этого не происходит, естественно, ну а так как мы все-таки считаем, что мы, ну, западенцев я не знаю, как, наверное, мало кто считает их, как говорится, братским народом, потому что они никогда не были братским народом, давайте откровенно говорить. Вот юг, восток, это понятно все, а эти никогда не были. Это поляки, это там румыны, но никак не русские. Поэтому этот момент надо учитывать. И вот пока там не начнется именно гуманитарная катастрофа, они так и будут, в принципе, идти до последнего, пытаясь кидать там новые, как говорится, новобранцев там, новых мобилизированных и прочее. А вот у американцев, у англосаксов, у них все по-другому. Им стоит начать получать реальные потери своих солдат, своих людей, как сразу поддержка населения упадет, конкретно поддержки этой войны. Вот и все. Поэтому они используют чужую.
чужие, собственно говоря, гибнут, и им это прекрасно, они прекрасно себя чувствуют. Я не понимаю, как украинцы это не понимают, конечно, но тут уже настолько промыты мозги, что столько времени вымывали все из памяти, и сейчас и Литва, Латвия делают то же самое, уничтожая все эти памятники и так далее. Это как раз для чего? Чтобы как раз не было воспоминаний о том, кто победил, как победил и так далее. Поэтому тут все понятно. Мы на пороге реально полного столкновения, поэтому то, что молчат, я думаю, что, наверное, взвешиваются сейчас все риски. Вот эту вот точку невозврата, как ее пройти для того, чтобы, как говорится, чтобы она оставалась точкой возврата. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что надо посылать какой-то очень серьезный сигнал. Американцы, они не остановятся, и великобританцы, до тех пор, пока они не получат ущерб, после которого они понимают, что все, как бы, дальше они уже, как говорится, понимают, что дальше будет только хуже. А пока они этот ущерб не получили, они не остановятся. Это 100%. И это надо момент учитывать. Поэтому какой нанести ущерб, в каком виде, я думаю, что если, конечно, какой-нибудь там Посейдон подойдет, взорвется рядом с портом и накроет все цунами, и не будет подтверждения никаких ядерного взрыва, там ничего такого, ну, как говорится, природное явление, и пол Великобритании смыло, то, в принципе, наверное, это будет очень даже такой неплохой посыл. Но надо учитывать, что население там тоже, оно же нормальное население-то само по себе. Не сказать, что там все англичане против там России и прочее. Это все элиты, это все политики. Поэтому, ну, а вариантов тут нету. Либо мы, либо они, тут уже понятно. Только вопрос, только я говорю, у наших очень сложная ситуация. С одной стороны, мы находимся на территории, где наш братский народ, и как бы надо его тоже как бы, да, спасать, почему это СВО называется. А с другой стороны, что называется, как-то надо проявлять такие уже действия, которые приведут к определенным посылам, к определенным сигналам, которые до сих пор так и не получились. Вот то, что МИГи там перегнали, 3 МИГа там с этими ракетами, ну, как-то не очень это действует, судя по всему, не очень это. Пока, я говорю, пока Россия не произведет какого-то конкретного действия, они так и будут прощупывать эти красные линии на толщину, на ширину, на глубину. С Китаем то же самое получилось. Китай тоже говорил много, а в итоге потом уже такое опосредованное началось воздействие, но все равно. И они это понимают прекрасно. Они считают, что против них никто по-настоящему впрямую не выступит. Они именно так это воспринимают. Любое бездействие наше, это воспринимается как слабость. Не то, что мы там боимся какие-то черты перейти с точки зрения, понимая, какой будет ущерб и так далее. А то, что просто мы слабые. Мы слабые, с нами так можно. Вот и все. Так что, Галя, сложная ситуация. Сложная. Так, давайте посмотрим по НДП. Привет, Макс. Надо ждать, смотреть сейчас, что будет. Какую-то ответку, я думаю, наши готовят. Другого варианта просто нет. Надо учитывать, что все-таки у нас в этом плане президент, он стратег, он не тактик. Он просчитывает надолго, надалеко. И поэтому все эти вещи становятся очевидны не сразу зачастую. Так, по НДП. Ну а что тут? Просто пока диапазон. Удержание, судя по всему, от 0,30 и не выше 0,40. Допускаю походы на 0,45-0,60, но вряд ли выше. И то они такие дерганые. То есть дернется, опять уйдет. Тут явно просто идет попытки удержания вот этого 0,30. Тут больше ничего такого нету. Так, по целям. По целям тут даже смотреть бесполезно. Ничего тут особо ты не увидишь, никаких целей. Потому что как таковых движений тут абсолютно удержание рейнджа, больше ничего. Ну вот смотри цели, видишь? 0,30, 0,36, все. Вот они. Вот диапазон, который он рисует. Ну и посередине, который, где цена находится, 0,34, все. Так что тут без толку смотреть. Так, ну что, господа, в голосовом есть еще вопрос? Александр, говори, Саня. Говори. Добрый вечер. Добрый. Zoom можно посмотреть? Zoom Communication. Как еще раз? Зим?
ZM. Zoom. Угу. Все, я понял. Сейчас посмотрим. Его тоже, я смотрю, завалили, да? Завалили. Он, кстати, пришел в аккурат прям к месячной коррекции и на поддержку. Вот она, поддержка 97.20, поддержка по тренду. И, собственно говоря, цель как раз в районе 95. Ну, вот он завис вот здесь сейчас. Если сейчас индекс начнет валиться еще ниже, то он, судя по всему, где у него поддержка еще есть, цели у него все гораздо ниже уже, а поддержки уже больше нет. Это последняя у него поддержка по тренду. Поэтому опасная здесь на самом деле ситуация. Провалиться еще может, отскочить, ну, если будет какие-то положительные динамики по индексу, то за 100 попытается вернуться. Выше, наверное, пока вряд ли. Вот 100 как бы вполне вероятно попытаются как раз круглые цифры, все нормально. Вот за соточку будут пытаться вернуться. А вот выше там под 105, 106, вот это все пока под вопросом. Ну и если пробой произойдет, то тогда может уйти и на 94, и на 84. Вот такой у него диапазон здесь. Поддержек здесь вообще нет больше. Висит прям между ними. Безрадостно. Ну а пока, Спасибо. сейчас пока Джексон Холл, тебе бесполезно что-то либо ждать, там они могут еще уехать и легко. Пожалуйста. Так, Спасибо. угу. Так, господа, у кого есть еще в голосовом вопросе? У меня еще есть вопрос. Как раз по поводу Думы тоже хотела спросить. Сегодня вроде бы у них отчет просто. Поэтому вот как-то вы не можете, вы не смотрите, как есть, там кто-то смотрит покупку на опционы, как-то вот как-то гадает, ну, кофейной гуще, знаете. Какую компанию, какую? Вот этот Zoom, который сейчас смотрели, вот у них сегодня отчет вроде как. Ну тогда ее, наверное, перед отчетом опускают. Пока опускают перед отчетом. Ну вот надо смотреть, как будет отчет. Но опять же, не забывайте, перед вот такими событиями, как Джексон Холл, могут даже при хорошем отчете не поднять. И уронить даже могут. Просто события... Конечно, они могут, например, там, допустим, быстренько взлететь и тут же рухнуть. Понятно, все. Спасибо. Пожалуйста. Просто события, которые ждут, оно очень серьезное для того, чтобы куда-то двигать рынок. Так, ну что, господа, еще у кого голосом есть что? Или тогда давайте подводить итоги. В принципе, у нас ситуация, сейчас посмотрим еще раз. Нету, да? Ну давайте тогда подводить итоги. Значит, смотрите, еще раз смотрим по S&P. Так, здесь не смотрим, сразу на фьючер идем. Вот он 140 продавливает уже, начинается на 132, но это вот непосредственно на фьюче он чуть пониже, а на S&P он чуть повыше этот уровень. Поэтому сейчас смотрю просто на фьюче, потому что он нормально, адекватно реагирует, а по основному что-то он тупит. Я не знаю почему. Я уже перезагружал разные графики, подключался все время, софт подключал, бесполезно. В общем, короче говоря, я думаю, что все-таки дорога на пробой 140 еще вполне может быть. И что 4000 мы тоже еще увидеть можем, но посмотрим. Подъемы все равно не выше 4200, то есть пока такой диапазон. Будем смотреть сейчас, где в итоге мы остановимся. 140 хорошая поддержка, еще раз напоминаю, неплохая. Она здесь поддержка, вот здесь он уже как раз, я говорю, начинает просачиваться. Ну и, соответственно, подъемы пока не выше 4200, если посмотреть, вот это как раз середина коридора у нас получается, практически 4200. Ну, чуть повыше, там 4250. Это чтобы зайти и закрепиться. Поэтому, в принципе, все логично, все было ожидаемо. Я вам говорил, что 4200 я и жду, и ждал, что эта ловушка, она все равно захлопнется. Так оно и происходит сейчас. Поэтому единственное, что падения прям жесткого, какого-то там медвежьего рынка, естественно, не будет. Но до 4000 прокатиться можем. Имейте в виду, события для этого вполне позволяют. На этом, господа, все. Всем тогда профита до следующего дня, до завтра. Вот, торговлю сейчас в ближайшие дни уже начнем. Кто хочет, как говорится, сможет присоединиться. Вот, те, кто, значит, не подписан на наш телеграм-канал, подписывайтесь. Trade Analytics, там же у нас и голосовой чат, чтобы в нем участвовать. Так, Галя, говори. Женя, тоже говори. Галь, говори.
Слава, займемся торговлю, когда начнем. Вот смотри, может быть завтра мы проведем тестовую, ты и Дима там вот подключатся наши старые товарищи, попробуем, я сейчас посмотрю, вот, а дальше потом уже начинаю на обычных правилах открывать ее. Вот, Ну так что, да, 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 давайте попробуем уже, давай. как бы, чтобы иметь представление, что как это будет выглядеть. Да, Женя, ты что хотел сказать, говори. Да, Слав, добрый вечер. Добрый. Я хотел посмотреть СНК, ну, Синема. Угу. Сейчас. Сегодня там информация была, там просто... Ну, это из-за МС, наверное. МС же упал, и он, наверное, за ним поехал. Нет, там была информация про банкротство. Там кто-то у них там из руководства сказали, что какой-то 11-й. Самого Синема? Они хотят ее банкротить. Саму компанию? Саму компанию банкротить хотят? Ну, типа того, да, они хотят ее все банкротить. Что-то я думаю, я думаю, что это какая-то мутка. Пока вот 15.40 я вижу, это пока вот как раз прям поддержка еще здесь осталась. Годовая цель ровно прям здесь и находится. Ниже больше целей нету. Не знаю, я бы еще подождал. С шартом бы пока не торопился. Еще твое мнение по парню там Модерна, Соренто, вот эти, все, что связано с фармой, с ковидом и так далее. Это так, я смотрю, приуныл, Нововакс, который... Ну а на чем сейчас расти-то, в принципе? Они же с кредитами тоже подвержены кредитам, практически вся фарма. Вот смотри, цель у Модерна уходит на 120. Модерна, Вакс, допустим. На 120 уходит. Но они в свое время, видишь как, они, как говорится, была ковидная тема, они выступили как акция роста. А теперь ситуация закончилась, теперь, соответственно, уже неинтересны они. Но, в принципе, до 120, вот я смотрю, цели может и упасть. Да, но их пампит периодически. То есть их сейчас отпускают, потом пару дней и наверх. Ну, ты это не предскажешь. Понимаешь, ты это не предскажешь. Да, ну это понятно. Да, это надо держаться там в районе первого квартала. То есть они возвращаться будут где-нибудь там в районе до 160, а вот выше очень большой вопрос. Очень большой вопрос. Угу. Да. Вот ты мне Соренто говорил тогда, вот она уже 11745 дошла. Не можешь посмотреть там? Сейчас посмотрим. СРНЕ, тикер. СРНЕ. СРНЕ. Сейчас. Ну, она вниз идет. Ну, это да, я вижу. А я тебе говорил, что она вверх, что пойдет? Нет, ты говорил, что она там на 1,2 и так далее. Ну вот, она туда, видимо, идет. Вот смотри, да? она дошла прям в аккурат до 1,74, вот она, а следующая как раз 1,2. Так что ну, в общем, на 1,2 можно ее брать смело, я думаю, что там уровень. Не, ну компания такая старая, в принципе, она столько лет живет, там очень маленький. Ну вот смотри, видишь, вот 1,7, тут прям граница минимальных цен. Поэтому, если она как бы удержит 1,7, то есть шансы, что, возможно, оттуда попытается какую-то попытку подъема сделать, коррекции, по крайней мере, вверх. Но опять же, аккуратнее, опять же. Ты просто не забывай, что сейчас... Не, ну, в принципе, компания старая, то есть это такая уже полубиофарма, но она довольно старая. То есть она столько лет торгуется, это не какой-то стартап. А тут вопрос-то не в том, что старая, не старая. Ситуация меняется, понимаешь, все равно, как ни крути. Иногда компании, которые тоже... Вот ты слышал, да, MC, например, сделала вообще другие акции. Премиум акции, при том, которые абсолютно, я так понимаю, это они решили отбелиться вот от этого Reddit, когда их там пампили, блин. То есть они просто сделали... Потому что получается, что вот как оценивать компанию, которая была запамплена, блин, вот сколько реальная у нее стоимость? Не, ну если смотреть вот компанию Соренто, да, которую вот мы смотрели, она торгуется там в бирже, я не знаю, сейчас скажу. Ну, в 2007-2005 годов она торгуется. Исторически, в принципе. Ну, и слушай. Вот такой минимум. То есть она когда-то стоила даже $70-80.
Слушай, ты вспомни Моторолу, например, ту же, да, Nokia, блин. Сколько они в Ну свое да. время стоили? Ну нет, ну это понятно. Но здесь как бы тут немножко другой, тут же медицина. Ну хотя да, тут можно. Конъюнктура меняется, ситуация меняется, например, разработки становятся неактуальны, и все. Это же Не, ну она бизнес. как будто сотрудничает с модерной. То есть они, в принципе, не такие актуальны довольно. То есть они Тут просто надо учитывать, что это ну, кстати, а бизнес. по модерной вообще. А? Ну да, а по модерной, по мнению, чем-то, ну она, в принципе, я думаю, жить будет. То есть она такая Ну, тут, серьезная тут, компания. тут, тут все зависит, ну, просто надо учитывать, что та стоимость, которая была у нее, она была необоснована, абсолютно. Необоснована. Ну это нет, ну это понятно, да. Да. Там, и мы по стратегии, когда там 1000 с лишним стоит. Поэтому Даже жить, ну, как, жить она может быть и будет, вопрос по какой стоимости. ну да, ну вот я смотрю, допустим, вот, то есть сколько она стоила, допустим, перед ее пампом, да, ну то есть она стоила где-то, я не знаю, в 2020 году, ну, $131. Слушай, ну тут вот понимаешь, вот как рассчитать, вернее, как рассчитывать, сколько будет стоить компания. $80 где-то она стоила. Тут надо понимать, что она будет делать, что она, на чем она будет зарабатывать. Вот что самое главное. Если она зарабатывала прежде всего на ковидных темах, то сейчас, когда ковида не будет, на чем будет зарабатывать, надо смотреть. Ну я думаю, что это будет еще. Типа ковида, они, я не знаю, сейчас, не знаешь, нет, а опять что-то пошло даже все в жару. Вот у нас, например, очень много людей опять болеет. Ну и что? Все равно это Ну, же не говорит о том, что сразу после этого начинают покупать вакцины к той же Модерне, правильно? Не, ну там же даже пошла информация, то, что они там увеличат опять количество вакцин, ну, в США. И слушай, это все Ну, манипуляция. понятно, нет. Это можно Это сбросы я понимаю. делать. Когда надо, тебе скажут, что все, сейчас будут покупать вакцины. Когда скажут, мы отказались Да, от вакцин. И Нет, все. это понятно. Ну, Надо просто понятно. смотреть реально. У компании, кроме, вот если она, допустим, только одну нишу имеет, это одно. Если у нее как бы бизнес широкого спектра и есть возможность диверсифицироваться, тогда это совсем другое. Ну, это тогда надо Байер всяких. Вот, Мерк, Байер. Да, Вот, абсолютно да, верно. Угу. Да, абсолютно верно. Они будут медленно, но это уже другая история. Да, Но да. они да. уходят очень слабо. Сам наш Pfizer и так далее. Да. Ну, хотя Pfizer хорошо сказал. Ну, поэтому в таких и быстро и не заработаешь, понимаешь? Потому что совсем другие компании. Совсем другие компании. У них совсем другая капитализация, совсем другой бизнес. Да, и брать эти, с дивидендами сейчас проблемы. Ну, хотя на американском, если US берешь, дивиденды приходят, ну, это ерунда, я понял. Да. Угу. Так, сейчас последнее посмотрим. Сейчас. Извините, пожалуйста, а можно вопрос совсем маленький? Да. А почему-то сейчас посмотрела Теслу и написано биржа закрыта в Тиньке. Она это только в Тиньке закрылась, я извиняюсь? Или вот вы можете как-то посмотреть, она у вас ходит? Не закрыта? Сейчас посмотрим на Америке. Минут. Так, сейчас детский мир посмотрю. Подожди, тут запросы. Тут Евгений мне Теслу смотрит, значит, детский мир. Да, Евгений сейчас Все четко работает, посмотрит. ребята. Угу. Так, по детскому миру, короче говоря, сейчас идет попытка как раз вернуться на второй квартал на 88. Ну, в принципе, вот он фактически и отыграл вот эту всю историю с СВО. Вот где вот он был на 90, да, он возвращался. Вначале он падал, понятно, со 100, но об этом мы сейчас, наверное, не будем говорить. А вот 90, я думаю, вполне он вернуться может. И вот сейчас как раз попытки именно постепенного возврата. Ну, вначале смотреть надо за 88, как удастся взять или нет. Самое главное, чтобы теперь детский мир не упал ниже 85. Если ниже 85 не упадет, это уже будет хороший признак. Но пока, сами понимаете, с российскими бумагами ни в чем нельзя быть гарантированным. Так, Слава, можно узнать, как там GMC живет? 600 теперь хочу, раз такая коррекция. GMC. Так. Кстати, по Тесле-то, ё-моё, там же сплит у них Сегодня они 25 22-го. Да, ёшки. Это и на Америке она не торгуется, и на России. Все, я вспомнил. И что, Я и посмотрел так, на и Америку. Да, на Америку. А вот она у меня в шорте, и что дальше? Подождите, я В шорте, значит. Это Я насчет шортов позиции не знаю.
Ну, скорее всего, минус, просто 3 штуки вам как Еще. умножить на 3. Да, Ну да, ну потому что у меня не закрыли, то есть их не, вот, ну, не убрал из ФБ, ну то есть я вот на Москве. Потому что хотели закрыть, но не знаю. На Америке тоже не закрыты шахты. То есть, скорее всего, их оставят и также умножить на 3. Умножить на 3 просто. А у вас есть какая-то, извиняюсь, что я тут резко тут детский мир отдать в сторону. А есть у вас какой-то опыт? Говорят, что некоторые после сплита может резко вниз все-таки пойти. Ну как-то это у вас вообще происходит? Конечно. Для вас вон. Все, что угодно может быть. Тут абсолютная рулетка. Абсолютная рулетка. Да. Ой. Если... Так, а если сплит сегодня, то когда ее откроют? И вообще. 5 дней 5, по-моему. Ну, 5, то есть до понедельника, короче. Вот трэш попал в сутки. Ну ладно. Или 2, или 3 дня, или 5. Я точно не помню, не могу сказать. Ага, ну ладно. Ладно, спасибо. Теперь уже только ждать в любом случае. Да, все, теперь. Да, проснусь в понедельник, миллионерша просто. Как все упадет, как еще приятно. Ну, это вряд ли. В смысле вряд ли? Нет, не вряд ли, а я миллионерша просто проснулась. А я буду 5 дней спать. С желанием, что миллионерша проснусь. Все, мальчики, я отключу. Когда все очевидно, заработать не дают, к сожалению. Так, ну ладно. По GMC, значит, здесь была попытка выхода за 470 сегодня тоже. То есть он его пробил в обратку в начале. Понятное дело, что пытался он тестировать 520, не дотянул даже до него. Откатил. Ну, сколько ты говоришь, Серега, сколько ты там хочешь? Серега пишет, вон делистинг у Теслы, ха-ха-ха. Так, 600 хочу, 600 хочу. Ну, 600, конечно, потом вполне может быть, но пока тебе надо подождать, чтобы хотя бы недельную коррекцию он 450 не пробил вниз, и уж тем более не 430. А если еще и удержит 470, будет вообще красота. Но, в общем, пока ситуация вот с этой свечой неопределенная, вроде бы как прошли кварталку первую вниз, но не ушли на недельную, не закрылись на недельную. Поэтому в целом вроде пока неоднозначно, ни плохо, ни хорошо. Надо смотреть сейчас, как в итоге выход за 470 или откат на 450. Что будет завтра. Если закроются ниже 470, тогда есть вероятность похода и на 430. Если закроются выше 470, то тогда, соответственно, открывается опять дорога попытки выйти на 520. Вот здесь, где алгоритм намекал, что может быть коррекция, как она и произошла, собственно говоря, 490 не преодолели. Вот это надо учитывать. То есть пока за 500 не обосновано на данном моменте. Ну, а там дальше надо смотреть. Так, господа, ну что, все вроде, все обсудили и политику. Серега, говори. Да я про Теслу хотел сказать, что кто надеется, что она пойдет, откроется в понедельник следующий или еще что-то там, неделя. Еще неделя. И как она будет вести на СПБ после открытия на СПБ, она будет в блоке. Поэтому даже я, любитель этой красной малышки, которая моя самая нежная любовь, даже я туда пальцем не лью. Поэтому это... как ты оцениваешь перспективы по шорту? Ну, объясню. 25-го открывается Америка. У нас режим торгов Т плюс 2. Плюс СПБ биржа берет на себя от 3 до недели. То есть, как она откроется, в каком режиме она откроется после того, как будут переучтены все бумаги, это очень большой вопрос. За эту неделю она может 25 раз развернуться. Ну, то есть, ты как оцениваешь вероятность, то, что шорт принесет прибыль? Да, вполне. Но только я не уверен, что это принесет в ближайшее время. Ну, когда-нибудь, все говорили, что на 450 приедет. Ну, приедет же она на 450, после того, как она сплетанется, будет 300. Тогда не 450, а 460. Ой, 460. Вообще прям просто очень смешно. 300, потому что будет просто 300. Ура, я, знаете, как многие аналитики, я же говорила 400, а вы даже 300 случилось. Очень смешно. Так, Юлия, я же миллион раз говорил, что Теслу перед сплитом весь не стоит. Даже вот в пятницу прошлую, я просто всем, даже в пятницу до этого, я же всем говорил, сплит — это самая мерзкая ситуация, которая что обратная, что прямой.
А я вот, видимо, не была в эту пятницу, какую там вы говорили, и я почему-то уверена была, что это 25 число, а не 22-е. Ну, вот смотрите, Юрий, потому что вам еще могут на сильный шок закрыть, вам уже в минус. И там неизвестно, как СПБ себя поведет. То есть там может и закрыть позицию, и накинуть вам бумаги, вот, допустим, там будет 1+2, да, и у вас было там 10 акций, да, осталось 30 акций. И она упала после сплита, вам сумму шарта никто не изменит. А бумага может повести себя, ну, соответственно, за эти 1,5 недели, пока будет стоп торгов, ну, как угодно. То есть, но после сплита обычно туда налетают хомяки. Ну, да, Тесла по 300. баксов можем купить, да. Конечно. А еще надо не забывать, сейчас мы коррекцию как уходим, за эту неделю как раз таки мы к 4000 и приедем. А 4000 мы можем спокойно либо на 3200 поехать, вам на счастье, ну, нам на горе. Ну, вот. И, соответственно... Давайте я сначала миллионерша, а потом наверх, я не против. Не, давайте сначала 4600, а потом мы уже будем решать. Это так и проще. Давайте ваши акции соединим с моими акциями, пойдем ровно пополам. Прошу через мой профиль. Давайте перед мной. Ладно, поняла, спасибо огромное. Ладно, Аккуратно. Да, поняла, спасибо, посмотрим. Я буду отчет каждый день рассказываю. Да. Расскажу, как там, что в итоге получилось. Да, пиши дневник. Аккуратно. Дневник пиши прям, страницами заполняй. День 5. Владение шартом Теслы. Да, надо быть вежливым. Пока все спокойно. Да. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Так, ладно, господа, давайте тогда на этом заканчивать все-таки начнем заканчивать. Давайте тогда всем, как говорится, профита, посмотрим в итоге, как мы сегодня закроемся. Еще раз ждем, значит, по смотрите, 442. Пока еще держим 140, пока держим, еще даже попытались откупиться, посмотрим. В общем, сразу говорю, будьте осторожны. На всей этой неделе, можно сказать, скорее всего, рейнджевая динамика. Отчеты, по-моему, уже их практически уже нет, поэтому рынок держать не на чем, это было понятно и очевидно. Так что ждем Джексон Холл, ждем 24 августа, господа, день неизвестно от кого, независящей Украины. И чем они, так сказать, его отпразднуют, какой терактом или еще что-то, поэтому тоже надо быть готовым. На рынке тоже может возникнуть какая-то реакция. Так что до завтра всем и всем профита. Всем счастливо.